Приветствую всех на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Накопилось много джинсовых обрезков. Я их не выбрасываю, а пускаю в дело. Начинаю с одного из верхних углов. Вот так соединяю два лоскута вместе, пришивая к основе прямой строчкой. Ну вот, пришила. Использую серую нитку нейтрального цвета. Следующий лоскут накладываю вот таким образом и точно так же вот здесь вот прострачиваю. Ну а следующий лоскутик я пришью вот по этим сторонам. Ну вот, 4 лоскута у меня уже на месте. Очередной лоскутик я накладываю на предыдущие и таким порядком заполняю всю основу. И у меня получается примерно вот такое полотно. Здесь в середине я поместила не очень приглядные лоскуточки. И сделала я это умышленно, потому что середина у меня закроется. Вот здесь вот настолько протерто, что даже немножко основа просвечивает. И здесь какое-то пятно. А закрывать я буду вот такими вырезанными цветочками. Это был небольшой кусок ткани, из которого, в общем, ничего не сошьешь. А сюда они прекрасно подойдут. Выглядит неброско, но, по-моему, очень мило на этих джинсовых обрезках. Кстати, ткань я эту получила в посылке от Валентина Никита, канал, который так и называется, и еще один канал – это ассорти с Валентиной. Ну, мы иногда делимся своими запасами. Ну, я думаю, что многие знают эти каналы, а кто не знаком, рекомендую заглянуть к ним в гости. Я прикидываю, какое полотно мне использовать на лицевую сторону. И так как цветы у меня из шелковой ткани, я для удобства применю клеевую паутинку. Вырезанные цветочки оказались не все целыми, но если соединить вот таким образом неполные фрагменты, то получится цельный рисунок. Буду пристрачивать швом зигзаг. Подкладываю небольшие кусочки клеевой паутинки под отдельные фрагменты и сверху прижимаю хорошо нагретым утюгом. Дальше под машинку и начинаю пристрачивать. Ну вот, цветочки на месте. По срезам я прошлась мелким зигзагом. Лепестки внутри цветка я обозначила прямой строчкой. И это будет передняя панель сумки. На заднюю сторону я пришью карман, на котором тоже сделаю аппликацию в виде вот такого цветка. По верхнему срезу кармана сделаю подгибку и отстрочу. Карман пришила в 2 строчки. Одну строчку я проложила близко к срезу, и вторая строчка вот по этому следу старого шва. Подгибку я не стала делать, и теперь готовые детали накладываю лицом к лицу друг на друга и соединяю по 3 сторонам. Вот прошитые детали. И теперь оформляем уголки, раскладываю припуски. От вершины я откладываю 4 сантиметра и прочерчиваю линию. Это будет ширина донышка. Ширина донышка у нас будет 7,5 сантиметров. Сейчас я здесь прострочу. Прошила. Лишнее срезала. Точно так же оформила второй уголок. Теперь я эту заготовку выворачиваю. Из пояса и подкладочной ткани сшила ручки. Крепим ручки на лицевую сторону
нашей сумки. Вот я нашла середину, от середины по 6 сантиметров в каждую сторону. Также прикалываем на заднюю сторону. Точно так же, как и верхняя заготовка, в тех же размерах я сшила подкладку. В боковом шве оставила отверстие для выворачивания. И теперь верхнюю деталь, не отворачивая ручки, я вкладываю в подкладку. Вкладываем лицом к лицу. И теперь сострачиваем по верхнему срезу. Так, вот я пришила. Для того, чтобы подкладка плотненько сидела внутри сумки, я подкладку немного выдвигаю выше лицевой детали. И теперь я выворачиваю через отверстие, которое мы оставили. Вытаскиваю сумку. Подкладку заправляю вовнутрь. По верхнему краю сумки скалываю подкладку с лицевой стороной. И делаю отстрочку примерно 7 миллиметров от верхнего края. Вот, сделала отстрочку. Зашила отверстие для выворачивания потайным швом. Так, и вот не показала вам, внутренний карман состоит из 2 отсеков. Ручки достаточно длинные, чтобы можно было носить на плече. Я их измерила. Длина ручек 69 сантиметров. Ширина сумки 33 сантиметра. И высота... Так, и высота 40 сантиметров. Задний карман получился очень такой глубокий и широкий. В общем, такой довольно вместительный. Получилась вот такая очень милая, слегка лохматая сумочка. Она мне очень нравится. Если вам нравится, ставьте лайки, пишите комментарии. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых работах. Если кому-то интересно, как шить такие ручки, у меня есть отдельное видео, я оставлю ссылку в описании под видео. И я на этом с вами прощаюсь. До скорой встречи.